Какие продукты снижают сахар? Как вы сами поняли из названия, сегодняшний выпуск не просто про сахар. Большей частью наш сегодняшний обзор затрагивает сахарный диабет, болезнь 21 века, как говорят многие ученые и специалисты. Но что мы про это знаем? А что забыли? Что делать? Как питаться? Как жить? В этом обзоре мы расскажем о продуктах, повышающих и понижающих сахар в крови, а также дадим общие рекомендации по питанию. Мы рассмотрим не только список рекомендуемых продуктов, но и акцентируем свое внимание на запрещенных. Это будет большой, информативный, интересный, а самое главное, очень полезный выпуск. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Сахарный диабет – это заболевание, от которого страдают миллионы людей, и заболевание это требует соблюдения особой диеты. Для начала необходимо дать подробное описание проблемы, с которой вынуждены бороться более 4 миллионов россиян. Сахарный диабет приводит к нарушению обмена веществ всех видов – углеводов, белков и жиров. В основе этой болезни – нехватка гормона инсулина, который и провоцирует рост уровня сахара в крови. Появляется он при этом и в моче. Всегда следует помнить о том, что диабет никогда не приходит резко. Он проявляется постепенно, сигнализирует о своем присутствии рядом симптомов, которые люди порой просто не замечают. Состояние, когда организм нуждается не в лечении, но в профилактике, называют предиабетом. Это состояние начинает развиваться при недостаточном усвоении глюкозы. Просто проверьте себя, если у вас есть хотя бы один из симптомов, необходимо показаться врачу. Учащенное мочеиспускание, лишний вес, снижение остроты зрения, повышение давления, чрезмерная сухость во рту, постоянная жажда. Полнота и повышение давления – это так называемый метаболический синдром. Он должен стать первым тревожным сигналом для тех, кто следит за своим здоровьем. Первая стадия заболевания требует немедленного и полноценного лечения. Кто в группе риска? Развитию диабета способствуют стрессовые ситуации, неврозы, малоподвижный образ жизни, Плохая экология, неправильный рацион, с преобладанием жирного, жареного, сладостей, мучного и фастфуда, скудное или избыточное, нерегулярное питание. Гиподинамия приводит к накоплению жировых отложений, а те постепенно преобразовываются в жировую ткань. Жировая ткань, в свою очередь, со временем теряет чувствительность к инсулину, гормону, который и контролирует уровень сахара в крови. В итоге сахар начинает расти и развивается диабет. Именно поэтому больше всего диабету подвержены полные люди. Кроме того, не стоит забывать и о наследственной предрасположенности. Чтобы выявить заболевание на ранних стадиях или предупредить его развитие, надо вовремя обратиться к врачу. Для этого необходимо оценить, есть ли вы в группе риска. Внимательно прислушайтесь к своему организму. Если тревожные симптомы преследуют вас уже не первый день, запишитесь на прием к специалисту и сдайте анализ крови на содержание в ней глюкозы. Избежать стадии предиабета поможет соблюдение простых правил. Корректировка режима своего дня, а это полноценный сон и обязательная физическая активность. Изменение рациона. Исключение из меню жареного, жирного, солений, копченостей, сладостей, полуфабрикатов. Питание при сахарном диабете, запрещенные и разрешенные продукты, а также понятие хлебная единица. Глюкоза – это моносахарид или простой углевод. Неужели пищу, богатую углеводами, необходимо исключить из рациона навсегда, особенно если диагноз уже поставлен? Сразу скажем нет, поскольку питание должно быть сбалансированным. Счастье, как говорится, в гармонии. Есть лишь одно правило, касающееся продуктов, содержащих вещества, которые могут навредить больным. Необходимо строго соблюдать предписанную дневную норму. Не имея специальных ориентиров, рассчитать ее, конечно, очень сложно. Но есть так называемая хлебная единица. Это понятие, которое должно быть известно абсолютно всем диабетикам. Хлебная единица – это мерило для углеводосодержащей пищи. Она применяется для любых продуктов, как с моно, так и с полисахаридами в составе. Одна единица равна 12-15 грамм незаменимых соединений, усваиваемых вашим организмом. При употреблении этой дозы уровень глюкозы в крови человека повышается на 2,8 моль на литр. В этом случае для усвоения питательных веществ нам потребуется ровно 2 единицы инсулина. Эта норма была введена специально для диабетиков, которым так важно постоянно следить за тем, чтобы вводимое в рацион количество углеводов четко и точно соответствовало вводимому инсулину. Если этот важный баланс не будет соблюдаться, могут развиваться следующие состояния. Гипергликемия – увеличение содержания глюкозы в крови, до 8 моль на пустой желудок, а более 10 – после приема пищи. Признаки гипергликемии. Апатия, слабость, сухость во рту, повышение артериального давления, снижение веса.
Гипогликемия, снижение важного показателя, ниже 3,3 моль на литр. Признаки гипогликемии: головокружение, слабость в ногах, бледность, учащенное сердцебиение, потеря сознания, потливость, голод, дрожь, бледность кожных покровов. Специалистами было введено следующее соотношение. 1 хлебная единица эквивалентна 30 граммам хлеба, половине стакана каши из гречневой крупы или перловки, 1 яблоку кислых сортов. Суточная норма больного сахарным диабетом – от 18 до 25 хлебных единиц. Как их правильно принимать? Разделите общее количество на несколько приемов пищи: завтрак, полдник, обед, перекус, ужин. Наибольшая доля должна приходиться на основные приемы пищи, примерно 3,5 хлебных единицы, и по 1-2 на промежуточные приемы или перекусы. Большую часть продуктов, которые содержат полисахариды, растительную пищу, нужно съедать в первой половине дня. Также больных диабетом сильно волнуют вопросы, какие продукты можно употреблять при сахарном диабете, а какие есть нельзя. Какое питание можно назвать правильным при повышенной глюкозе? Чтобы ответить на эти вопросы, надо в первую очередь определиться с тем, на каких принципах основан новый рацион и каким должен быть новый режим. Нужно помнить о том, что принимать пищу необходимо в определенное время. Нельзя пропускать завтраки, обеды и ужины. Примерная схема такова. Первый завтрак в 8 или 9, перекус в 11 или 12, обед в 14-15, полдник 17 часов и ужин, разбитый на 2 части, в 19 и в 21 или 22 часа. Если придерживаться этого режима, вы сможете избежать проблемы гипогликемии. Обычно это состояние наступает через 3 или 4 часа после ввода инсулина. Также диабетик должен очень внимательно следить за тем, сколько он весит. Рассчитать свой оптимальный вес достаточно просто. Для этого нужно отнять 100 от собственного роста в сантиметрах. Например, норма для человека, в котором 167 сантиметров, 67 килограмм. Нельзя допускать ожирение, потому что оно приводит к снижению чувствительности к инсулину. Еще один принцип диеты. Питание должно быть полноценным. Повышенный сахар в крови – это ни разу не повод отказаться от углеводов. При составлении своего меню необходимо уделять особое внимание полисахаридам и содержащим их продуктам, растительной пище, овощам, зелени, гречневой крупе. Некоторым людям особенно трудно забыть о сахаре. Вместо него можно и нужно использовать натуральные заменители, которые помогут подсластить блюда и вернуть им привычный вкус. Слишком маленькие, недостаточные порции не приветствуются, потому что пища должна способствовать насыщению, а не усиливать голод или тем более раздражать аппетит. Диабет достаточно часто сопровождается ожирением. Правильное питание при этой болезни должно быть направлено на снижение массы тела. В этом хорошо помогают специальные диетические продукты на основе амарантовой муки, которые помогают побороть тягу к перееданию и подходят для перекуса и в дополнение не приводят к увеличению в крови уровня глюкозы. Особенное внимание уделяется и количеству жиров в рационе. Их полное отсутствие просто недопустимо, поскольку они представляют большую ценность для правильной жизнедеятельности всего организма. Однако контролировать потребление пищи, которая их содержит, все-таки необходимо. Превышение нормы приводит к увеличению массы тела с последующим развитием атеросклероза. Количество жиров должно составлять примерно 30%. Преимущественно это растительные масла, льняное, оливковое, подсолнечное, амарантовое. Полностью исключаются продукты, способствующие росту сахара в крови. Практически все фрукты, конфитюр, кондитерские изделия, джемы, сиропы, варенье, мучное, шоколад, Молочные продукты с высоким процентом жирности, баранина, свинина, маргарин, спред, некоторые крупы. В рационе обязательно должна быть пища, которая содержит клетчатку. Она не провоцирует повышение глюкозы и помогает восполнить дефицит питательных веществ и энергии. Какие продукты можно и нельзя есть при сахарном диабете? Подробно об углеводах. Углеводы – это основной источник жира, и именно поэтому их включают в рацион с большой осторожностью. Но это не повод заменять эти вещества на белки или жиры. Они необходимы нашему организму для нормальной работы и здоровья. При составлении нового рациона будет целесообразно исключить быстрые углеводы и предпочесть им медленные. Быстрые углеводы содержатся в следующих продуктах: картофель, сладости, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, крахмал, печенье, пища быстрого приготовления, фастфуд. Простые углеводы при сахарном диабете просто запрещены, а вот сложные, которые содержатся в овощах, нет. Так что переключайтесь на растительную пищу, это поможет сохранить здоровье и бодрость. Для диеты идеально подойдут фасоль в стручках, ламинария, морская капуста.
Капуста, брокколи, брюссельская цветная, белокочанная. Огурцы, томаты, в ограниченном количестве. Сырой репчатый или зеленый лук в салатах. Грибы, разнообразная зелень. Патиссоны, баклажаны, сельдерей. Продукты, понижающие сахар в крови при диабете. Это все продукты с гликемическим индексом ниже 50%. Они не приводят к гипергликемии и не дают уровню глюкозы снизиться до критической отметки. Авокадо, ламинария, артишоки, брокколи, чеснок, амарант, спаржа, свекла, топинамбур, фундук, морепродукты. Список можно еще продолжать. Это все полезные продукты, которые при сахарном диабете снижают в крови сахар. Они отличаются высоким содержанием клетчатки, приводящей к замедлению усвоения веществ, которые способствуют возникновению гипергликемии. Именно их действие приводит к тому, что в кровь попадает наименьшая доза глюкозы. Кроме того, в овощах, зелени и разрешенных орехах много ценных микроэлементов и витаминов, которые нормализуют работу всех органов, от сердца до поджелудочной железы. На очереди черный список, в который попало то, что медики не рекомендуют есть всем тем, кто был вынужден сесть на особую диету. Какие продукты повышают сахар в крови? Список запрещенной пищи при диабете. Сиропы, кукурузный, кленовый и другие легкоусвояемые углеводы, свежевыжатые соки, сладкие ягоды и фрукты, мед, сладости, кондитерские изделия из слоеного теста и рафинированной белой муки, все магазинные соусы с высоким содержанием сахара, жира, перца, консервантов и соли. Сгущенное молоко, цельное и обезжиренное молоко, консервы разного рода, пища быстрого приготовления, фасованные закуски, жирные сорта рыбы и мяса, копчености, сало. Запрещаются сдоба и хлеб из белой муки. Его можно заменить ржаным или отрубовым, но и в этом случае суточная норма будет составлять примерно 325 грамм. Исключаются из рациона картофель, соленые и маринованные овощи. Любые супы с содержанием картофеля и риса, на жирных и крепких бульонах. Также необходимо полностью исключить из своего рациона продукты, которые содержат в себе опасные трансжиры. Майонез, маргарин, фастфуд, торты, печенье, спред, чипсы, полуфабрикаты. Вот какие продукты необходимо исключить при сахарном диабете. Ознакомьтесь с перечнем запрещенной пищи, чтобы без труда составить правильное и безвредное для вас меню. Диета – это основное средство, устраняющее симптомы заболевания и позволяющее поддерживать себя в замечательной форме. Дополнительно хочется напомнить о том, что все, что попало в черный список, нужно навсегда исключить из своего рациона. Питайтесь правильно, и вам не придется бороться с последствиями собственных слабостей. Если вы внимательно посмотрите на еду, которая разрешена, то легко сможете увидеть много компонентов для разнообразной, сытной и вкусной диеты. Итак, это следующая пища. Масло, растительное, сливочное, сыр, разнообразные морепродукты, грибы, яйца, морская капуста, овощи, преимущественно зеленого цвета, нежирная рыба, мясо, птица, некоторые ягоды, крупы, плоды. Какие фрукты можно кушать при диабете? К большому сожалению, от сладких фруктов, манго, бананов, персиков, придется отказаться. Разрешаются кислые сорта яблок, 1 плод в день, апельсины. Если вы хотите побаловать себя ягодами, выбирайте только те, которые содержат наименьшее количество фруктозы, например, крыжовник. Очень полезна черная смородина, но придется забыть о малине, опасной и сладкой для больных, страдающих от гипергликемии и гипогликемии. Что едят при повышенном сахаре в крови? Рацион питания при сахарном диабете. В меню следует включить овощные супы, в том числе холодные. Надо помнить также, что бульон не должен быть крепким. Блюда из постного мяса и птицы. Диабетические хлебцы, ржаной и отрубовый хлеб. Яйца, легкие омлеты. Рекомендуется белок, а вот употребление желтка ограничено. Нежирная рыба, либо запеченная на гриле, в духовке, либо отварная. Несоленый сыр. Соусы только домашние. При этом исключаются соленые и острые, допускаются только нежирные, на отваре овощей и трав. Блюда из круп, с ограничением в пределах допустимых норм. Можно готовить каши из перловки, гречки и овсянки. Нельзя, из риса и манки. Кефир, биойогурт, ацетофилин и другие кисломолочные продукты с низким содержанием жира, но не обезжиренные. Зеленые овощи, сырые, отварные, запеченные, приготовленные на пару. Внимание! Термическая обработка увеличивает гликемический индекс продукта. Фрукты, яблоки кислых сортов, апельсины. Рекомендуемые напитки: Чай, отвары на основе трав и сухих плодов шиповника, разбавленные овощные соки.
Можно добавлять в первые и вторые блюда сливочное масло, а в качестве заправки для салатов можно использовать растительное масло. Если одному заболеванию сопутствует другое, например гастрит, язва, колит, дуоденит, необходимо сохранить предложенный рацион, но максимально стараться избегать раздражения слизистой кишечника и желудка, а также строго соблюдать особые правила приготовления блюд, на пару и в протертом виде. Не забывайте еще о том, что следует придерживаться дробного режима питания 5-6 раз в сутки. Несоблюдение режима может привести к гипо- или гипергликемии. Будьте внимательны и осторожны, не пропускайте основные и дополнительные приемы пищи и ни в коем разе не допускайте переедания. В этом выпуске мы постарались максимально подробно рассказать вам о том, что можно и нельзя есть при повышенном сахаре в крови, дали принципы диеты при сахарном диабете и списки продуктов, запрещенных и разрешенных. Просто помните о том, что правильное питание поможет укрепить организм и предотвратить развитие заболевания, и составляйте меню с учетом рекомендаций врача. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!